Посмотри, как прокает. Просто посмотри. Посмотри, какие проки. Боже, что происходит? Нас атакуют с воздуха, как будто бы. Всем здорово, народ! Значит, смотрите, сегодня у нас будет гайдец ПВЕшный на Элем Шамана в Пандарии Классик. Разберем все основные моменты. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Буквально немного поговорим про выбор расы, поскольку все-таки есть, конечно, приоритетные варианты, которые чуть сильнее других, но все-таки в ПВЕ как будто бы раса не так уж сильно решает, можете играть за любую расу, какую хотите. Ну а если вас интересует максимизация потенциала, тогда за Орду, смотрите, мы выбираем либо Орка, либо Тролля, либо Гоблинса. За Альянс у нас вообще только два варианта, в принципе, доступны. Это Дворф или Дреней. Ну а что первые, что вторые, ну такие себе шаманы, если честно. Ну и нейтральный вариант, это, естественно, Панда. Причем, кстати, Панда очень сильный шаман на самом-то деле. Либо топ-1, либо топ-2 раса. Я бы поставил приоритизацию в такой вот, смотрите, последовательности. Значит, Пандарен, потом идет Гоблин, потом идет Орк, потом идет Тролль. У Пандаренов присутствует прекрасная пассивка, которая позволяет нам увеличить в 2 раза, соответственно, положительные эффекты от еды. То есть, когда мы доходим до сытости за счет перекуса, соответственно, все статы будут удваиваться. Это вообще прекрасно. Понятное дело, что наша активная способность, которую паралич накладывает, это больше про ПВП, чем про ПВЕ, но в любом случае надо про нее помнить, где-нибудь да поможет. Йоу. У гоблинцев прикольно, что скорость увеличена как атаки, так и произнесения заклинаний на 1%. И при этом активка, в принципе, полезная в ПВЕ, чтобы выбежать из какой-то АОЕшки, то есть реактивный ранец. Мы такой прыжок совершаем. В общем, гоблинцы вообще очень хорошо в этом плане в шамана вписываются. Орки! Вообще, наверное, в представлении не нуждаются, поскольку у нас есть активка, которая увеличивает нам как силу атаки, так и силу заклинаний на определенный срок. Неимоверно мощная ПВПшная пассивка, которая понижает длительность станов всех входящих по оркам, понятное дело. Ну и выглядят они, конечно, мощно, прям вот в этой кольчужной броне, в доспехах можно сетик себе очень хороший собрать. У троллей тоже присутствует прожимная активка, которая увеличивает нам не силу атаки, не силу заклинаний, а скорость, соответственно, данных действий. И также троллей как бы сложнее замедлять. У них там, по-моему, на 15% понижена по ним длительность всех замедляющих, соответственно, эффектов. Поэтому лично я выделил бы вот такой вот топ. Еще раз проговорю, это панды, гоблины, орки, тролли, дворфы, дренеи. Ну и, в общем, в принципе, если хотите играть за шамана, то лучше, конечно, играть за Орду в этом плане. Но, опять же, повторюсь, что, в принципе, раса особо ничего не решает, и в ПВЕ точно можно кайфовать за любую. Поэтому я рекомендую насчет расы не запариваться, ну а мы летим дальше. Йоу. Теперь давайте поговорим про таланты и про символы, соответственно, то есть про наш билдачок. Значит, смотрите, тут все довольно просто, но все-таки некоторая вариативность присутствует, поэтому смотрите. Первый тир талантов, допустим, 15-го левела. По сути, есть только два варианта. Либо Страж природы, либо Астральный сдвиг. И концептуальная разница здесь заключается в том, что Астральный сдвиг — это прожимной сейв, который, кстати, кулдаун имеет всего лишь 1,5 минуты. Это очень мало, и можно прожимать практически под каждой сложной ситуации, когда вы понимаете, что вам могут набить лицо. Страж природы — это пассивка, которая, по сути, может прокать не чаще, чем раз в 30 секунд. И, в общем, как работает? Когда вас пробивают, когда у вас остается ХП ниже 30%, вам максимальное значение вашего здоровья повышают на четверть. То есть у вас, в принципе, становится максимальное ХП больше, текущее ХП, соответственно, тоже больше. И вот на 10 секунд этот эффект держится. Мне Страж природы не нравится, если честно. Но просто если вам не хочется одну лишнюю кнопку забивать себе вот и биндить ее куда-то на панели ставить, тогда можете Страж природы брать. Астральный сдвиг гораздо пизже, потому что снижать урон на 40% на 6 секунд каждые 1,5 минуты — это очень много. Это очень много. Главное, нажимайте до того, как по вам прилетит стан, например, потому что под станом это не нажимается, в отличие от ярости шамана. Есть у нас способность, которая, по сути, идентично работает. Значит, она понижает урон на 30%, не на 40, а на 30, но на 15 секунд, а не на 6. Так при этом мы еще, соответственно, ману на способности не тратим. И вот ярость шамана можно прожимать, пока вы под станом. Поэтому, по сути, у вас две кнопочки есть, которые вам сейвят лицо. Если вы случайно словили стан и понимаете, что без сейва вам будет либо очень больно, либо вы даже умрете, тогда нажимаете ярость шамана под станом. А если вы понимаете, что сейчас по вам, в принципе, какой-то большой дэмэдж прилетит моментально, там какая-нибудь тычка у вас летит, или вы понимаете, что через пару секунд вас застанет гарантированно, вы никак от этого не избежите, нажимайте заранее Астральный сдвиг и, соответственно, дэмэдж на 40% понижаете. Прекрасно.
Следующий тир 30-го левела, в основном за контроль отвечает. Мощь льдов я бы вообще, в принципе, не брал. Мне нравится талант, который называется тотем хватки земли. Опять же, я и в ПВП постоянно бы его использовал, но у нас тут гайд ПВЕшный. В принципе, в ПВЕ тотем Петроступа будет пополезнее, но он типа супер ситуативный. Он у вас просто в арсенале, знаете, в кармашке лежит и ждет подходящей ситуации. И когда нужно будет руты подиспелить с себя и со своих вот союзников, там, с вашей команды, тогда тотем Петроступа вам придет на помощь. Я же для себя выбрал тотем хватки земли, чтобы к нему привыкать, с ним и бегать дальше. Потому что, в принципе, вот у меня пока что еще, только один раз максимум была ситуация, когда нужно было заюзать тотем Петроступа, но это, знаете, это вообще не критичные моменты. А вот лишние руты или хотя бы замедление по мобам тоже, в принципе, будет полезно. Кого-то в кучку собрали, зарутали тотемом земли, потом туда сверху поставили, например, тотем конденсации, или вообще, наоборот, поставили под себя рутающий тотем на стан, и потом через активку переместили, соответственно, данный тотем. Они и зарутуют, потом он взорвется, застанет какую-то пачку мобов. В принципе, тоже почему бы и нет. Довольно приятно, можно так вот закомбинировать и использовать тотемчики. Идем дальше, соответственно, 45-й тир. Я уже показал вам, как работает талант проецирования тотемов. Он перемещает ваши активные тотемы вот в то место, куда вы захотите. Просто по маус-оверу можно, кстати, настроить себе, например. Вот, я бегаю с ним. В принципе, данный тир не очень такой сильный. Можно брать вообще все, что хотите, особо на ваш геймплей не повлияет. Зов стихии а-ля откэдэшивает вам ваши тотемы, но все тотемы, которые супер важны, они кэдэшатся больше, чем 3 минуты, поэтому он, считайте, бесполезный, данный талант. Стойкость тотемов тоже вроде бы прикольно. Можно ставить 2 тотема из одной стихии, но, к сожалению, это не распространяется на огненные тотемы. И вот это уже печальный момент. Если бы можно было поставить 2 огненных, надо было бы задуматься. А поскольку данный функционал не подвезли, то и я бы на данный талант тоже не смотрел. В общем, я беру проецирование тотемов. Здесь берите все, что хотите, не так важно. Тир 60-го левела. Здесь, смотрите, если нужен прожимной баф, который увеличивает вам депос, соответственно, в моменте, это покорение стихий. Просто увеличивает вам скорость, соответственно, каста на 30%. Но не забывайте, что с БЛом это не стакается. Вы не можете поражать БЛ плюс покорение стихии, прям как из пулемета так хреначить, нет. Все равно есть предел, и вот они не соотносятся. Поэтому вам нужно ждать, пока БЛ закончится, и потом прожимать покорение стихии. Допустим, на первом боссе БЛ, на втором боссе покорение стихии лично для себя. Вот, это что касается прожимного бафа, если он вам нужен. Я же бегаю с эхом стихий, пассивный эффект, ничего прожимать не надо, дублирует ваши заклинания, по сути. То же самое, как наша искусность, но еще дополнительно нам позволяет, соответственно, дублировать спылы. И по итогу и искусность, и эхо стихий, вот они уже синергируют, они работают вместе и позволяют вам очень много дубликатов из себя выдавать. Поэтому пассивное эхо стихий, если вы понимаете, что вам конкретно в какие-то единицы времени нужно будет максимальный депос показывать, и вы вот знаете эти моменты, знаете, когда нужно прожиматься, тогда берите покорение стихий. Стремительность предков, как прожимная способность, выглядит гораздо слабее, потому что раз в 1,5 минуты, вы кастанете там моментально выброс славы, допустим, но это не то. Если и брать стремительность предков, то только ради пассивного эффекта, а именно ради дополнительных 5% на скорость, соответственно, произнесения заклинаний. Они работают, всегда, повсеместно, везде, вот это просто как пассивно доп. Хоста. В принципе, если у вас там статов не хватает, можете присмотреться. В общем, мой выбор — это эхо стихий. Тир 75-го левела, соответственно. Здесь все заточено на дополнительное исцеление, по сути. Значит, тотем стремительного потока, или просто стремительные потоки. В общем, усиливает ваш тотемчик исцеляющего потока, который будет хилить 2 цели, будет хилить их в увеличенном объеме, то есть на 15% больше. В принципе, прикольно, в принципе, мощно, можно брать, но как будто бы есть вариант посильнее, а именно наставление предков. Как это работает? Вот, допустим, вы бьете босса, и босс просадил всю вашу тимку, там, допустим, на 50%. Вы нажимаете наставление предков, и когда вы дамажите противника, даже не обязательно босса, можно на пачках использовать, вы будете хилить себя, своих тиммейтов, и хилить достаточно солидно на самом-то деле. Да, КД 2 минуты у данной прожимной кнопочки, но вот как раз-таки на сложной ситуации в ПВЕ моментах. Когда вас пробили, вашу тиму пробили, нажимаете наставление предков, хилите себя, всех вообще вокруг хилите. Прикольный талантик. И третий вариант — это проводимость. Как работает? Вы, соответственно, кладете целительный ливень, потом начинаете либо дополнительно лечить, либо дамажить противников и продлеваете время действия, соответственно, этого ливня. Но опять же, это больше для лекарей какая-то темка там, допустим. Мы же все-таки хотим не отвлекаться от нашего дамага и вот не отвлекаться на дополнительную какую-то способность, поэтому просто прожимаем наставление предков, продолжаем дамажить, и все у нас будет хорошо, дополнительно подхилим тиммейтов. Я бы остановился на данном варианте.
А вот тир талантов 90-го левела, вот здесь тут уже реально сложнее все становится. В принципе, вот я сейчас замечаю, что большинство подавляющее бегает с повелителем изначальных стихий. То есть ваши элементали становятся сильнее, вы можете ими управлять. То есть, вот, допустим, вы призовете элема огня, да, вы скажете ему, там, атакуй эту цель, вернись ко мне, там, прожми вот эту способность, сейчас никого не бей. В общем, появится панелька, соответственно, которая управление этим элемом. И так при этом у него появляются дополнительные способности, он дамажит больше. У усиленного элема земли появляется активка, которая позволяет вам немножко сейвиться, там, что-то дэмэдж по вам понижает. В общем, в принципе, добавляет вариативности, и это хороший талант, с ним действительно можно бегать. Опять же, если мы в символах качаем себе тотем элементали огня, который позволяет нам его кастовать в 2 раза чаще, КД убирает, так он и длится еще будет в 2 раза дольше. Но мне почему-то в последнее время понравилась, соответственно, способность, понравился талант «Освобожденная ярость». По сути, он усиливает нам нашу способность высвободить чары стихий, соответственно. И поскольку мы постоянно бегаем под оружием языка пламени, соответственно, для данного оружия и читаем, что нам предоставляется. Увеличивает получаемый противником урон от следующих ваших заклинаний. Молния на 30%, выброс лавы на 10%. И этот дебаф висит на противнике, таргетно, соответственно, 10 секунд. То и есть. Без данного таланта мы нажимаем «Высвободить чары стихий», немножечко усиливаем эффект от нашего следующего там какого-нибудь огненного заклинания по типу выброса лавы, но это не то, чтобы как-то сильно роляет. Да, типа чуть-чуть сильнее, но это, кстати, еще вызывает глобальный кулдаун, и этим вообще заниматься не хочется. А вот с данным талантом уже как будто бы эффектик более солидный, потому что, во-первых, дебаф на 10 секунд, и такие солидные приросты. 30% дэмэджа к молнии. Это до хрена на самом-то деле. Поэтому под данным талантом, соответственно, хочется постоянно прожимать высвобождение чар стихий. Вот я бегаю, соответственно, под оружием языка пламени, нажимаю высвобождение чар. Во-первых, дебаф на 10 секунд на противника, да, накладывается, так при этом сохраняется тот самый баф, который увеличивает мне эффективность следующего заклинания магии огня. То есть, по сути, каждый раз, когда я буду прожимать данную штучку, я могу кинуть усиленную лаву на 30%, и она наносит на 10% больше дэмэджа конкретно данному манекену. И в сумме получается очень неплохо. И вот так вот вы постоянно ее прожимаете, в принципе, по кулдауну, и имеете очень солидный увеличенный эффект по вашим циферкам. О, тройной лаваберст прокнул. Шала. Соответственно, да. Когда вы кинули один лаваберст, вы также потом продолжаете дамажить молниями, которые также будут на 30% больше наносить дэмэджа конкретному противнику, потому что это именно дебаф, который на него вешивается. В принципе, мне кажется, это очень солидным, очень вкусным. Вот сейчас я буду с этим бегать талантом. Я хочу именно его потестить, его попробовать. Но, опять же, повторюсь, либо повелитель стихий, либо усиленные лемы, либо освобожденная ярость. 2 таких ОУП-шных таланта очень сильные. Удар духа в стихии, наверное, будет самым слабым из данных 3 вариантов. Я бы все-таки присмотрелся к лемам или к освобожденной ярости. Значит, мой выбор пока что это освобожденная ярость. Хочу ее потестить, с ней побегать. Вот такие вот у нас таланты, народ. Теперь переходим к символам. Ситуация по символам, народ, на самом-то деле довольно скудная, поскольку особо вариантов разнообразия здесь нет. Можете взять цепную молнию, которая увеличивает нам количество целей на 2, но типа чуть-чуть понижает дэмэдж на 10%. Поэтому, в принципе, если пачка мобов, которую вы постоянно бьете, больше 3, а это практически всегда, то есть 4-5 мобов, это уже выгодно. Берете цепную молнию, и, соответственно, будет больше ауешного дэмэджа по противничкам. Вторым, соответственно, символом можете взять себе тотем элементаля огня, чтобы ускорить КД и увеличить время существования. Опять же, синергирует хорошо с талантом на повелителя, да, стихий. И третий большой символ, это либо символ огненного шока, который будет а-ля вас чуть-чуть вампирить с дэмэджа, который наносит, либо символ щита молний, который вот вам предоставляет на 10% пониженный дэмэдж, да, на несколько секунд, когда вы его активируете. Лично я остановился вот на такой вот раскачке, да, это символ цепной молнии, символ элементаля огня и символ огненного шока. В принципе, есть смысл заменять только символ огненного шока, эти 2 символа объективно самые сильные из всех. Малые символы можете вообще, в принципе, не брать, они ни на что не влияют, но если уж решили чем-то заполнить пропуски, да, то это символ духа волка. Вы когда будете мертвый в духе, в призраке, тоже бегаете в форме волка быстрее, вроде быстрее. Значит, символ волка-призрака, немножко будет видоизменен ваш волк, он станет вот таким вот призрачным, а не, дефолтным, да, волк как существо, как из плоти и крови, нет. Теперь он призрачный. Третий малый символ можете взять, который позволяет вам в форме волка бегать по воде. Вот, покоритель водной глади. В облике призрачного волка вы автоматически приобретаете способность ходить по воде. Все, это 3 такие самые юзабельные малые символы. На этом по билдачку все.
Итак, давайте теперь поговорим про наши кнопочки. И начнем, наверное, с тотемов, поскольку здесь все немножко не так, как прежде. Соответственно, у нас нету одной кнопки, которая позволяет нам сразу 4 тотема призывать. Нам зачем-то оставили кнопку, которая возвращает наши тотемы. Возвращение тотемов. Но как будто бы ей вообще пользоваться смысла никакого нет. Значит, в чем суть? Сейчас все тотемы используются достаточно ситуативно. Нет такого, что вы заранее там заготовили 4, поставили и просто всегда одно и то же нажимаете. Нет. Единственный тотем, который вы ставите вообще всегда перед началом боя, это просто тотем опаляющий. То есть он стоит всегда по дефолту. Это вот самый частый тотем, который вы используете. Есть ему альтернатива, это тотем магмы, соответственно. И тотем магмы мы ставим, если большая пачка мобов, там 5-6 мобов стоит в одной точке, да, тогда мы ставим тотем магмы. Но опять же нужно его ставить, чтобы он доставал до всех вот этих обобусов не рядом с собой. То будете стоять за километр до мобов, тотем магмы доставать не будет. Ну, в общем, да, по дефолту это опаляющий тотем. А вот все остальные тотемы уже супер ситуативные. Например, из огненных тотемов, тотем элементали огня, это по сути наш бурстовой тотем. То есть мы призываем сначала Элема и потом нажимаем БЛ. Например, это можно делать на первом боссе, в принципе, почему бы и нет. Тотемов воды всего 2, это тотем исцеляющего потока и тотем целительного прилива. Соответственно, тотем исцеляющего потока можно ставить, в принципе, по КД, если вы понимаете, что ваш хил исправляется и ваша пачка просела по ХП. Либо вы, если бегаете один, то можете на себя его поставить, в принципе, почему бы и нет. А вот тотем целительного прилива, это уже такая супер серьезная кнопочка. Во-первых, КД у нас имеется 3 минуты аж на данный тотем, но как бы тут есть за что. Он работает, по сути, идентично тотему исцеляющего потока, только хилит гораздо больше и хилит всех ваших тиммейтов. Если мы говорим про пачку из 5 человек, в рейде там хилит 12 человек. То есть вы его ставите, это неимоверно мощный подсейв вашей команды, всех своих тиммейтов, себя, там, лекаря, танка, неважно. Поэтому, если вы понимаете, что у вас хил либо сдох, либо он не справляется, либо он подконтролен, вы можете спокойно ставить тотем целительного прилива. Да, кулдаун 3 минуты, но это спасет соответственно, вашу пачку. Тотемов воздуха у нас 3. Вы их, кстати, сейчас не видите. Временно пропаду. Значит, тотемов воздуха всего у нас 3. Это тотем конденсации, тотем заземления и тотем порыва бури. Тотем конденсации, тот самый тотем, который станет всех противников, но супер неприятная механика у этого всего. То есть вы нажимаете кнопочку, он появляется. 5 секунд кастует свой вот этот статический заряд, после чего только взрывается и станет противников. Можете его перемещать, кстати, за счет, соответственно, кнопочки, которая называется проецирование тотемов. Но сейчас не об этом. Слишком долго, да, понятно, в ПВЕ это вообще спокойно делается, но вот в ПВП, понимаете, насколько неприятно с данным тотемом управляться, его просто все видят, его просто все ломают. Ну ладно, мы тут ПВЕшники, видос не об этом. Лично я использую тотем конденсации вместе с тотемом хватки земли, это тотем, который у нас, соответственно, в 30-м тире, да, талантов появляется. Соответственно, либо я подбегаю просто сам своей тушкой в кучу противников, в кучу мопсяр, ставлю туда тотем захвата земли, чтобы, соответственно, он либо зарутал противников, либо замедлил, и потом в ту же точку просто бахаю тотем конденсатор, чтобы через 5 секунд он взорвался. Можно это сделать, типа, не подходя в кучу, просто поставить один тотем, поставить второй тотем, и потом их тэпнуть туда, подальше в пачке мобов. Соответственно, все, они рутаются, они станятся, они замедляются. Тотем заземления. Просто ставите, соответственно, тотемчик, который принимает на себя одно вредоносное таргетное заклинание противника. Ну, на мобов, соответственно, тоже распространяется. Поэтому, если видите, что какой-нибудь мобсяра, например, кастует, я не знаю, там, стан какой-то таргетный или что-то еще, или стрелу тьмы там, просто можете задоджить один спелл, неважно, с себя или со своих союзников тотемом заземления. Поэтому, в принципе, можете ставить по КД, чтобы хоть какой-то негативный эффект, ну, этот тотем на себя забрал. Почему бы и нет? Тотем порыва бури. 5 минут аж целых кулдаун на данную способность. По сути, бурстовой тотем только из школы и стихии воздуха, соответственно. Вы его ставите, бафаете свою группу, свой рейд, в общем, всех своих тиммейтов бафаете на дополнительный дэмэдж со всего, по сути. Они будут бить, они будут кастовать, вы будете бить, кастовать. И есть шанс прока какого-то электричества, ну, которое будет просто, по сути, добавлять вам дэмэдж. Поэтому в идеале можете комбинировать это, но имейте в виду, что это не стакается с тотемами других шаманов. То есть, если вы поставите тотем порыва бури, ваш тиммейт-шаман поставит одновременно такой же, ну, будет эффект как будто бы только с одного тотема, поэтому договаривайтесь, чтобы это шло последовательно, а не одновременно. И тотемы земли, соответственно, это тотем хватки земли, если вы взяли его в талантах, тотем трепета и тотем элементаля. Трепет просто диспелит фиры, кстати, можно его ставить, будучи уже под фиром, то есть если у вас закинули фир, вы ничего нажать не можете, кроме, соответственно, тотема трепета. Ставите его и диспелите фиры себя со своих тиммейтов. Кстати, если вы не берете тотем хватки земли на 30-м тире, а берете что-то другое, то у вас будет тотем оков земли, который просто замедляет, но руты не накидывает. Замедления будет, именно обездвиживания не будет.
просто для знания. И тотем элементали земли. По сути, такой дефающий у вас тотем, потому что, во-первых, призывается Элем, у него до хрена хпшечки, идентичная вашим, кстати, и при этом он начинает агрить всех мобов, которые, соответственно, в бою с вами находятся. Будет бороться за агро с танком. Если вы усиленного Элема призываете, ну, имею в виду вот талантом 90-го левела, да, у него там появятся дополнительные способности, но суть в целом останется та же. Тотем на деф. Что у нас по ротации, что у нас по геймплею в принципе? По стандарту, если вы хотите дамажить соло-таргет, то вы всегда накидываете, ну, ставите тотем, накидываете огненный шок, нажимаете выброс славы всегда, когда есть возможность нажать выброс славы, и кастуете молнию. Если же мы говорим про группу врагов, то вы здесь также спамите, во-первых, огненным шоком на всех, на кого вот сможете дотянуться, просто по кулдауну данную способность накидываете на противников. При этом нажимаете мгновенные касты выброса лавы, когда вам прокает, и после этого кастуете не обычную молнию, а цепную, чтобы, соответственно, максимально много таргетов в моменте зацепить. При этом достаточно бесполезная способность у шамана землетрясения с точки зрения нанесения урона, поскольку она даже дамажит не магией, а физический дэмэдж у данной способности вообще присутствует. Это кекис полный. Но есть такой маловероятный 10% шанс, да, что противники будут сбиты с ног, то есть будет микростан на противников, соответственно, накинут, и это может быть иногда полезно, если бы, опять же, вот танк запулил огромное количество мобов, огромную пачку, и они еще при этом там кастеры, которые неприятные эффекты и заклинания могут на вас накидывать. В этом случае, в принципе, имеет смысл в кучу нажать землетрясение. Как выглядит идеальный ваш геймплей, если мы хотим дамажить противничков? Допустим, это все мои противники. Начнем просто с соло, да, таргета. Мы ставим, соответственно, тотем, накидываем туда огненный шок, чтобы, во-первых, увеличить наш дэмэдж с выброса лавы на 50%, плюс появился, чтобы шанс на мгновенный каст. Соответственно, этим я, сейчас просто демонстрирую мгновенный каст. В идеале, перед тем, как кастовать выброс лавы, вам нужно усилить ваше оружие вот чарами стихии. Особенно это важно, если вы используете талант на 90-м левеле «Освобожденная ярость». Нажимаем, соответственно, в освобождение, у нас появляется баф на наш каст и дебаф на противнике. После этого кастуем лаву, соответственно. Вот так вот идеально, кстати, в прок попал. Если противников больше, чем один, если их двое, трое или даже четверо, мы пытаемся на всех противников накинуть огненный шок, потому что он висит, прямо долго. Прямо долго. 30 секунд на одном таргете он висит, поэтому на 4 противниках можно спокойно его поддерживать, смотри. Поэтому лава бёрст, мгновенный каст, будет прокать просто постоянно. Если мы не имеем мгновенного каста на лаву, или если у нас, в принципе, лава на КД, можно просто бегать и спамить, соответственно, молнией. Если лава у нас активна, кастуем лаву. Кстати, молнию можно кастовать, соответственно, на ходу, не обязательно останавливаться. Поэтому, если у вас трясочка присутствует, просто бегайте, кастуете молнию. Если трясочки нет, можете на месте стоять, в принципе, ничего на это не влияет. Опять же, если противников много, например, 4 или 5, мы кастуем уже не обычную молнию, да, а кастуем цепную молнию. И, кстати, цепная молния позволяет нам очень быстро накапливать стаки нашего щита молнии. И, кстати, когда мы набираем 7 стаков щита молнии, мы сливаем их, соответственно, на земляной шок. Потому что по дефолту он дамажит не так много, но под стаками дэмэдж из него вылетает, в принципе, солидный. Поэтому цепной молнией стаки набиваем. Когда набили, нажимаем земляной шок. Снова там цепная молния, цепная молния, цепная молния, допустим. У вас прокает 7 стаков, подсвечивается земляной шок, вы его нажимаете. Теперь поговорим о том, какая у нас максимально, дамажная бурстовая ротация, вот которую мы, допустим, на первом боссе, когда до него доходим, хотим сразу же реализовать. Мы убеждаемся, что на нас есть щит молнии, что мы бегаем под оружием языка пламени, это все понятно, и что делаем потом? Соответственно, ставим тотемчик элементаля огня, после чего нажимаем Bloodlust. Если у вас есть пробафы, расовые тринкеты и так далее, нажимаем тринкеты, можно их в макрос объединить, допустим. Нажимаем в противника огненный шок, потом прожимаемся в освобождение чар стихий, нажимаем один раз выброс лавы, соответственно, наш лава бёрст, и после чего прожимаем перерождение. Когда вы нажмете перерождение, КД с лава бёрста сбросится, и вы можете просто спамить, соответственно, выбросом лавы. Просто бегаете и спамите выбросом лавы. Бегаете, если вы прожали благосклонность предков. Если не прожали, стойте на месте и спамите, соответственно, выбросом лавы. Если противник не один, а противников много, мы также клацаем перерождение, соответственно, и у нас уже будет не цепная молния, а там цепное что-то цепное другое. В общем, нажимаем ту кнопку. И все, что нам дальше остается делать, это просто по КД нажимать освобождение чар стихий, поддерживать на противнике, соответственно, дебаф огненного шока, по КД нажимать выброс лавы, если он активен, если он прокает, и если нет прока на лаву, тогда нажимаем просто молнию. Все. Соответственно, демонстрация. Призываем тотемчик, прожимаемся, накидываем вот эту вот штучечку, потом бафаемся, один раз выброс лавы, перерождение, все. И теперь начинается жесткая, лютая проспамка выбросом лавы. Уай, палец сломать можно.
Если хочется побегать, прожимаем кнопочку и начинаем бегать и спамить, соответственно, выбросом лавы. Если противников много, нажимаем вот эту вот поток лавы. У меня откдешилась, соответственно, моя кнопка, я снова прожимаю и снова кастую выброс лавы. Хопа, прокнула двойной, отлично, еще прокнула, отлично. Все, на КД. Спамлю молнию, пока прока не будет. Заканчивается время действия огненного шока, продлеваю. Снова прокнула лава. Опа, молния. Опа, снова прок лавы. Когда у вас заканчивается элем, ставьте, соответственно, тотем, который опаляющий, чтобы он тоже у вас был, чтобы он тоже противника дамажил. По остальным кнопкам, значит, про которые мы особо не поговорили. Но у нас есть пурж, развеивание магии, это мы диспелим с противника. Все положительные магические эффекты можно нажимать сколько угодно раз, на кулдаун не уходит, но, в общем, следите за маной. При этом у нас есть очищение духа, которое снимает союзника, вот с него все проклятия снимает. Если у вас кого-то застанили какой-то магией там, или если у вас, не знаю, заполиморфили тиммейта, отслеживайте у себя через рейд-фреймы, так удобно достаточно делать, если на кого-то проклятие накинули, соответственно, можно это все диспелить, не брезгайте, понятное дело, помогать теме нужно. Пронизывающий ветер — это наш кик, который кастуется на дистанции 25 метров, все достаточно далеко на самом-то деле. Естественно, кулдаун у нас имеется 12 секунд, нормально, просто кикаем важные касты всяким различным мобам. Но это вы на практике поймете, какие касты важны, какие нет. Ну и, естественно, наш хекс, наш сглаз, который можно кастовать таргетно либо по гуманоиду, либо по зверю. Просто выводит его из строя, пока дэмэдж не будет нанесен противнику. Не всегда полезно, но, допустим, если какой-нибудь мопсяра за вами увязался, его никто не контролит, не агрит, можете просто таргетно нажать, и он за вами бегать больше не будет. Но работает не на всех. Благосклонность предков, да, достаточно вскользь упомянул. В общем, прожимаемый баф, который позволяет нам кастовать на ходу все, что угодно. Как и выбросы лавы, так и исцеляющие всплески. Кстати, да, у нас есть парочка хилок, которые можем использовать. Исцеляющий всплеск, исцеляющий всплеск. Довольно быстрый, всего лишь 1,3 секунды кассы, но очень дорогой по мане, поэтому если там придется 3, 4, 8 раз нажать, можно по мане очень быстро сесть. При этом громе молния, способность которая откидывает от вас противников и регенит вам ману. На самом-то деле, вот ради регена маны можно ее нажимать по КД. Не так важно всегда вот откидывать противников, но иногда можно подсейвить свою тиму, там, допустим, с танка, снять мопцов, просто их раскинуть, тоже будет полезно. Но вот мана регенит прям реально солидно. Не то чтобы у Лема были проблемы с маной, но все же. Также присутствует цепное исцеление, которое можно нажать как в себя, так и в ваших тиммейтов, чтобы сразу нескольких, соответственно, залечить. По способностям вроде бы все. Если что-то забыл упомянуть, пишите в комментариях, поговорим. Значит, что касаемо аддонов и касаемо настроек интерфейса, я про это проговаривал в отдельном своем видосе, он у меня лежит на бусте. Там я рассказываю про все свои настройки интерфейса и про все настройки своих аддонов. Прям наглядно показываю, что у меня используется, как там, что можно менять и так далее. Самое важное здесь это отслеживание различных проков, там бафов, дебафов. Вот, например, если я забываю включить щит молнии постоянно, я себе настроил так, что у меня будет всплывать плашечка. И если у меня щита молнии нет на персонаже, она будет висеть. Как только я щит молнии нажимаю, все, она пропадает. Также нужно отслеживать различные проки, если вам это важно. Например, как сделано у меня. Вот если ясность мысли прокает, я вижу 2 стака, также у меня они появляются вот здесь вот чуть-чуть левее. Также рассказываю, как себе, допустим, настроить вот такие вот плашечки, которые вам отображение маны и хп делают. Как настроить неймплейты, чтобы вы видели все важные дебафы, например. Видели большими дебафами, видели маленькими. То есть, если я вот рутую, то это большой, да, квадратик. Если я там станю, тоже будет большой квадратик. А если просто негативная дотка, то это маленький квадратик. И все так вот компактненько, при этом информативно. И мне нравится как-то по стилистике выглядит. Также, например, важно отслеживать, вот когда вы ставите, соответственно, ваш тотем конденсации, чтобы вовремя его переместить, чтобы он взорвался, понятное дело. И вот видите, стан появился, тоже отображается. Плюс достаточно важно себе настроить панели команд. Вот у меня, например, Bartender 4, я его использую, что если я Alt зажимаю, у меня появляются другие способности на том же месте. Мне не нужно там 4-5 панелей использовать. Например, если я хочу поставить тотем опаляющий, да, то я просто нажимаю F2. Но я знаю, что через Alt я могу просто свапнуть панель, у меня уже будет тотем магмы, который будет, ну, просто по-другому работать. То же самое я там делаю, допустим, для тотема целительного прилива и так далее. Также на бусте присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и в целом, если планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на бусти и подписывайтесь. Что касается статов, народ, смотрите, самое главное для вас это набрать 15% меткости, чтобы вы вообще ни по кому не миссовали, ни по мобам, ни по боссам, ни по кому, что у вас миссы у вас в принципе не вылетали. Для кастеров это 15%. Соответственно, дальше приоритет характеристик будет следующий. Это хоста, у вас просто увеличивается скорость каста и скорость тиков, кстати, огненного шока, что тоже немаловажно. Чем чаще он прокает вот этот, чем чаще тики происходят, тем больше, во-первых, урона, логично, и тем больше шанс на то, что у вас мгновенно откатится лава. Лава-бёрст.
Это, естественно, приятно. Дальше идет искусность, которая позволяет нам двойные вот эти вот всплески кастовать. Ну, то есть кастанули молнию, у вас не одна вылетела, а две. Да, понятное дело, вторая будет наносить не 100% дамаджа, а 75%, но в любом случае это больше, чем один. И также это все работает там на лаву и так далее. Самая бесполезная для нас характеристика — это крит, поскольку лава бёрст, наш выбор славы всегда критует, и в принципе это наша мейн такая кнопка в соло-таргет, и крит для нее дополнительно не нужен. Да, понятное дело, вы будете больше критовать с молнией, но это не приоритетно. Если мы говорим про профессии, то самое важное для нас — это вкачать себе инженерное дело, которое позволяет нам, во-первых, зачарить себе перчатку, прожимаемой активкой, по сути, как дополнительный тринкет у вас будет, поэтому инженерка — это must-have. И второй, соответственно, профессии вы можете качать себе, ну, я бы выбрал, допустим, портняжное дело, которое можно также зачарить себе плащ на проке и так далее. В общем, у вас самые две мощные профы — это инженерка и портняжное дело. По поводу шмота, в принципе, там, камней, других чарок на все шмотки, я об этом подробно рассказывать не буду и останавливаться на этом. И вот вам прямо сейчас покажу, что есть достаточно удобный сейчас на WoWhead раздел, где вы прямо сразу можете видеть все свои бисовые элементы экипировки на каждый спек и на каждый класс, в частности, соответственно, на элем шамана. Тут расписываются все камни, опять же, все чарки, все шмотки и показано, где их получать, за что их покупать, если они покупные и так далее. Поэтому просто переходите и смотрите. Там можно также выбирать себе пререйдовые бисовые, да, шмотки, пререйдовый сет, потом уже после рейда сет, и вот так вот вы просто для себя подчерпываете все необходимые вам элементы экипировки. Вот, например, сейчас мы видим, что если мы говорим про пререйдовый, да, бис-эквип, то вот шлем водяного плеска для нас это максимальный must-have в голову, и он выбивается в храме нефритовой змеи. Все, также по аналогии все остальные шмотки себе собираете и в ус не дуете. Вот такой вот на сегодня видос, народ. Пишите ваши комментарии, если я про что-то забыл рассказать, если что-то осталось непонятно, попробую про все прочитать, попробую на все ответить. Многие из вас, наверное, не знают, что в основном я именно PvP-шные гайды записываю, поэтому если я здесь где-то напортачил, то в принципе, как первый гайдик PvE-шный можно и простить, я думаю. Всем вам желаю удачи, всем прогрессии в PvP, ну теперь уже и в PvE. Всем на сегодня пока.